Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Предстоит творческая, серьезная, красивая работа в технике текстильная пицца. Я немного подготовила ткани, это все обрезки, я брала, вырезала. Вот деревья, разные заготовочки на досуге. Картинку не покажу, вы потом увидите сами, а то будет неинтересно. Как хороша получится работа, решать вам обязательно пишите в комментариях. Взяла полотно, это не тканое полотно, но можно взять любую ненужную ткань. Это будет у нас основа. Но для этой работы мне понадобится или флизелин, или паутинка. Я взяла паутинку. Где не хватило, там я немного нарастила. Полотно делю на несколько частей. Полотно примерно 80 на 70. Точный размер скажу после изготовления этой работы. У меня будет 4-5 зон. Первая зона это будет небо. Повырезала голубые ткани. Не смотрите на то, что они мятые. Это все будет утюжиться, приводиться в порядок потом. Добавляю голубой цвет. Ну, часть будет у меня прикрыта. Вот так вот немножечко аляписто. Ну, пущу полосочку. На небо добавляю облака. Вот так. На верхнюю часть пускаю деревья. Вырезала из разных цветов. Слегка опускаю, чтобы не было пробелов среди этой ткани. Вот так. Потом у меня идет полоска. Это будет такой забор. Я вырезала колышки. Потом на машинке буду делать отстрочку. И это будут как доски. Я соглашусь с вами, что начало пока не очень. Сбоку посажу березу. Опускаю вниз. Я так думаю, что здесь у меня будет поляна. Дерево будет вот так у меня слегка загораживать. Пусть оно растет. Вот это пространство мне нужно заполнить. Я положила веточки, как бы кустики. И, допустим, отсюда я заберу все-таки ткань. Здесь у меня небо, у меня не схватится лоскутки. Я положу клеевую. И сверху, смотрите, это обрезки. Мелкие обрезки. Я еще, какие были покрупнее, немножечко их порезала. И сейчас я слегка вот здесь помусорю. Когда я проутюжу, у меня все приклеится. Это будут такие вот деревья, будем так говорить. Издалека будут смотреться. Вот эта вот паутинка, ее видно не будет. Немножко покрашу вот здесь сбоку. Сейчас все распределю, чтобы было ровно. Пусть пока так будет. Это мне еще пригодится. И теперь приступаю к главному. В середину это у меня такая скатерть будет. Опускаю чуть ниже. И начинаю накрывать стол. Это самовар. Здесь карандашом сделала пометки, где мне нужно будет сделать отстрочку. Здесь чайник. Вырезала две вот таких своеобразных вазочки. Как-нибудь сейчас расположу их. На одной у меня будут лежать ватрушки. Это разный цвет. Абсолютно. Вот так выкладываю горочкой. Сделала я их 5 штук. Овальчик. А в серединку беленькую тоже кружочек. Вот. Это мои ватрушки. А в эту вазочку положу фрукты. Я не знаю, что это за фрукты. Просто вырезала кружочки. Бордовые, красные, салатовые. Это как имитация будет фруктов. Вот сливы. Вот такую горку я сделаю. Вырезала блюдце и вырезала кружку. Все это будет приклеиваться на клей-карандаш. Границы стола сделала кружевом. Стол овальный, скатерть свисает. Здесь слегка идет волна. Я думаю, так будет праздничней.
И теперь я вырезала тетю, собрала ее булавками, так, чтобы не потерять лишние, мало ли затеряются элементы. Вот такая страшная она получается, но здесь вот контур грудь, сейчас я ее буду одевать. Вот она сидит за столом, вот ее наряд, вот так. Убираю под руку, вот сюда. Это у ней блузка. Руку вытащить не могу, поэтому здесь я делаю просто разрез, разрезаю, чтобы я могла вытащить руку. Ничего страшного нету в этом. И также приклеиваю на клей-карандаш. Вот такая слегка пышная у ней будет грудь. Руку вытаскиваю. Все. Вырезал вот такую полоску. Это будет у нас поясок. Лишнее, конечно, отрезаю. Все по ходу это делается на полотне. Что-то вы прибавляете, что-то вы отрезаете. Одеваю ей головной убор. Также мажу клеем карандашом, но одеваю чуть-чуть, спускаю вниз. Вот. Вырезала вот такую длинную юбку. Ее заправляю под кофту, но так, чтобы она у меня не выходила вот за эти пределы. Это ее такая попа будет. Ну, тут скатерть можно вытащить, чтобы юбка была там. Как-нибудь отрегулировать поровнее. Приклеиваю часть рукава. Вот. Одеваю этой женщине шаль. Вот аккуратно сзади прикрываю пустоты, волосы, но так, чтобы было видно кофту и скрыть вот эти все наши стыки. Пусть вот такая шалька будет у нас. Сразу празднично смотрится. Вырезала я стул. Также я соединила вместе это все. Вот это вот сидушка. Это спинка. А золотую хотела вам показать, это будет окантовка. Чтобы не вырезать, вот именно что-то там придумывать, какие-то полосочки, я вырезала полный шаблон. И теперь сейчас я вот так вырежу буквально 0,5 сантиметра по кругу, серединку выкину, а это будет окантовка стула. Спинку стула вставила под одежду, а сидушку поднимаю юбчонку. Поднимаю шальку, вот. А здесь делаю тоже какую-нибудь полосочку, разграничение. У меня прям получается, как она сидит на троне. Положила лоскуты, также сейчас помусорю, сделаю контраст. Конечно, можно положить какую-нибудь еще ткань, но я решила вот именно вот эти лоскуты использовать здесь. По низу пущу крупные полоски, имитация будет травы, цветов. Ну, как-то так. Сложила ткань в 2 сложения и вырезала ножки. Это будут на стол, это будет на стул. Я сейчас их разрезаю пополам и прикрепляю к стулу. Вот одну ножку и вот сюда чуть повыше подниму другую ножку. А то какой же стул без ножек. Этот участок практически все сделала. Здесь у меня пустота. Ножки я также не могу положить на голое поле. Итак, я подкладываю зеленую ткань. Закрываю этот фон. Вот слегка приклеила на клей-карандаш. Это под юбку. Вот. В общем, заполняю вот эти пустоты. Потом я делаю ножки. Вот я вырезала еще одну тетю, только чуть-чуть в другой одежде и немного другая поза. И теперь я делаю то же самое, что с этой купчихой. Я ее поднимаю чуть выше.
локоть делаю на столе. Вот такая она получается. Руку потом отрегулирую. Также приклеиваю головной убор. Он будет вот такой красный. Они у меня все. Росомаха, наверное, называется, не помню. Также сделала блузку. Ну, пока что как в виде топика. Сделала юбку. Но юбка как-то мне не нравится. Пойду поищу что-нибудь другое из тканей. Вот такую решила цветастенькую юбочку ей сделать. Под кофточку. Сейчас все отрегулирую. Посмотрите, какая красота получается. Также ставлю стул. У меня ткань двухсторонняя, поэтому сделала в зеркальном изображении. И вот мой стул. Также сделаю окантовку. Сделала шаль. Осталось сделать рукава. Также вырезала руку, сделала палец большой. И потом сейчас сделаю фон и потом сделаю стул. Я хочу сказать, что сложившейся сейчас ситуации, да, меня очень хорошо смотрят Италия, Испания, Бразилия. Пишут такие теплые, красивые комментарии, что действительно стоящие у меня работы. Хотя наши зрители есть. Диванные критики мне говорят, куда это все вешать. Да лучше бы там маникюр сделать, лучше бы семечки поплевать, телевизор посмотреть. Ерундой занимается. Девчонки, но прежде всего это удовольствие. Вот именно создавая из ненужных лоскутов действительно красивые вещи. Но вот на мой взгляд это красиво. А когда все доделается, сделается стежка, сделается лица, мое мнение, что это вот именно шедевр ручной. Причем такие работы в единственном экземпляре. И повторить их практически невозможно, даже если вы возьмете такую же ткань. Моя композиция практически готова. У меня вот в этом углу не хватает забора, поэтому я вырезала лоскут. Сейчас я его подправлю под забор и решила сюда не сажать березу, хотя все-таки с березы смотрится хорошо. Я сюда пущу вьюнок и будут разные цветы. Обратите внимание на правый угол. Я пустила нитки, взяла нитки в 2 сложения, слегка закрутила и пустила под колье забора вот такими фигуристыми линиями. Не знаю, как у меня будет смотреться. Посмотрим вместе. Вьюнок сделала. Я так думаю, что я сюда тоже добавлю. Пусть будет. И пока не забыла, девчонки-то у меня без обуви. Вырезала, посмотрите, какие сапоги фирмешные, длинноносые, на каблуке. И сейчас я одной мадаме сделаю и другой сделаю. У меня в правом углу была вот такая светло-зеленоватая ткань. Она сливается со стулом, я сюда добавила. И вырезала вот такой полотенчик или рушник. Пусть будет, вот чуть-чуть наискосочек сделаю. Может быть, я сюда какие-нибудь крестики вышью, какой-нибудь рисунок. Моя работа продолжается. Сделала ей пояс, сделала блюдце в руки. И так как в моем бардаке в лоскутах я потеряла часть вот этой ткани, что я вырезала блузу, мне пришлось сделать рукава как фонарик из другого цвета. Но такое тоже бывает. Вот что у меня получается. Видео получается длинное. Я решила его разбить на 2 части. Это будет видео выкладка, как выкладывать лоскуты и делать композицию. Второе видео будет со стежкой. Но также я придумала еще другие элементы, дополнить эту работу. И мы встретимся в следующем видео. И пока я еще не накрывала, не делала стежку, пишите в комментариях, что-то мне надо убрать или что-то добавить. И напишите, из какого города меня смотрят. Я общаюсь с каналом Ассорти с Валентиной. И она задала такой вопрос, из какого города меня смотрят. И когда я читала комментарии, я была удивлена. Вся Россия и зарубежные страны писали, где их смотрят. Мне бы тоже хотелось узнать, где мои любимые зрители. На этом все. С вами прощаюсь.
Переходите по ссылке, там будет ссылка на Дзен, на Рутуб. И обязательно пишите комментарии, подписывайтесь. Пройдитесь по плейлисту «Текстильная пицца» и «Лоскутное шитье». Там много чего интересного. Пока-пока!